Друзья мои, здравствуйте! С вами Дина и канал Коллекция рецептов. Сегодня приготовим один из самых популярных и любимых видов песочного печенья – курабье бакинское. Для многих такое печенье – вкус детства, и я не исключение. Хорошее песочное тесто готовится очень быстро. Главное – точно соблюдать рецепт и некоторые тонкости приготовления. В миску выкладываем 200 граммов мягкого несоленого сливочного масла, щепотку соли, 100 граммов сахарной пудры и ванилин или ванильный сахар. Взбиваем массу до посветления и пышности. Чем лучше будет взбито масло с пудрой, тем более рассыпчатым и легким получится тесто, а соответственно и готовые изделия. Если вы используете соленое масло или маргарин, то соль не добавляйте. Вместо сахарной пудры можно взять сахар. Главное, чтобы он был мелкокристаллический. В хорошо взбитую масляную смесь вливаем белки от 2 яиц и продолжаем взбивать до получения однородной, легкой и пышной массы, похожей на масляный крем. Вот что в результате должно получиться. Далее частями всыпаем в миску 300 граммов просеянной муки и смешиваем до получения однородного теста. Долго его не вымешивайте, чтобы не успела развиться клейковина, иначе тесто затянется и изделия из него получатся жесткими и грубыми. Присутствие в тесте большого количества масла обеспечивает ему пластичность, а готовому печенью – рассыпчатость. Еще более рассыпчатым печенье получится, если заменить часть муки крахмалом. Вот так должно выглядеть готовое тесто. Оно не густое, но и не жидкое. Перекладываем его в кондитерский мешок с зубчатой насадкой «Закрытая звезда». Выпекать это печенье можно как на чистом сухом противне, так и застелив его бумагой или ковриком для выпечки. Вы часто спрашиваете меня, чем можно застелить противень, если нет ни того, ни другого. После использования масла или маргарина я не выбрасываю обертки. Уложив 4 штуки на лист, вы получите идеальную основу под любую выпечку. Мало того, что они изготовлены из добротного пергамента, так еще и промаслены. Думаю, вам тоже пригодится моя подсказка. Отсаживаем печенье на небольшом друг от друга расстоянии. Если выкладывать тесто, держа насадку повыше от противня, тогда готовые печенья будут более объемными. А если хотите получить тонкие, практически плоские печеньки в виде цветочка, то держите насадку пониже, ближе к противню и отсаживайте тесто понемногу тонким слоем. По центру печенья делаем углубления и заполняем их густым джемом, повидлом или укладываем очищенный орех-фундук. У меня домашнее яблочное повидло. При выпечке оно прекрасно себя ведет и не растекается. Противень отправляем в духовку, разогретую до температуры 220 градусов, и выпекаем на режиме верхний и нижний нагрев без конвекции в течение 15-17 минут. Время выпечки будет зависеть от размера печенья, количества противней и особенностей вашей духовки. Готовые печенюшки достаем, даем им остыть, и можно всех звать на чай. Курабье получается по-домашнему вкусное, в меру сладкое, красивого золотисто-румяного цвета. Печенье не забитое, рассыпчатое, отлично пропеченное, с превосходным ванильно-сливочным вкусом и ароматом. Готовьте на радость для взрослых и ребятишек. Желаю всем удачной выпечки и приятного аппетита. Друзья, если хотите сохранить этот рецепт, жмите лайк. Мне приятно, что вы готовите вместе со мной, пишите свои отзывы и задаете вопросы в комментариях. Если вы еще не подписаны на YouTube-канал Коллекция рецептов, непременно подпишитесь и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. На канале есть различные плейлисты, в том числе печенье и пряники. Посмотрите, кому интересно. Ссылки на экране и в описании. С вами была Дина. До новых встреч, до новых интересных рецептов.